Когда я впервые увидел эти дома на колесах, то у меня реально отвисла челюсть. Мы привыкли, что кемперы и автоприцепы – это невзрачные повозки со скромной обстановкой внутри. Но вы очень удивитесь от того, что я приготовил для вас в этом видео. Тут тебе дома на колесах с вертолетной площадкой, кемпер из 8-колесного вездехода, на котором можно на Марсе отдыхать, и даже трейлер с собственным гаражом для вашего спорткара. А в конце покажу вам дом за $3 миллиона и кемпер, который одинаково бодро передвигается как по суше, так и по морю. Или по морю, да неважно. Тук-тук кемпера. Ну и начну я с самого бюджетного, но безумно симпатичного и уютного варианта. Настоящая мечта за несколько тысяч $. Тук-тук кемпер, который был разработан Дэвидом Мотли и Хейзелом Мотли. Это такой мини-дом на колесах, который просто поражает своей продуманной компоновкой. Он создан на базе классического мотороллера Ламбрета, который славится своей надежностью и неприхотливостью, но с вполне приемлемой мощностью в 25 лошадиных сил. Посмотрите, внутри этого крошечного хозяйства есть полноценное спальное место, небольшой телевизор и куча выдвижных полостей для хранения своих вещей. Для кулинарных фанатиков тут придумали выдвижную кухню, плита, холодильник, даже бак для воды с раковиной. Так что, дорогуша, готовить свои любимые шедевры можно и на колесах. На 3 колесах, прошу заметить, ведь стоит этот уютный автодом на мотошасси, что обеспечивает крошечный расход и дикую мобильность. Это домик выходного дня, дача, которую вы можете поставить в любом месте. Разве не мечта? Но это, как вы понимаете, для коротких путешествий по хорошей дороге. А что если вам вздумается поехать, скажем, на Луну? Desert Challenger. И тут может помочь Desert Challenger от Action Mobile. Честно, я даже не мог подумать, что на базе таких гигантов делают очень комфортабельные автодома. Этот монстр для тех, кто любит джипинг в стиле VIP. Вот вам немного инфы. Они взяли военное шасси MAN 8х8 на базе CAT-1A и создали на его основе авто размером с небоскреб и проходимостью марсохода. Жилой отсек там просто огромный, и если не хватает места, то можно выдвинуть 2 боковые секции, добавив еще 5 квадратных метров к уже царским апартаментам. Там есть все, начиная от полноценной ванной комнаты и заканчивая кухней на уровне ресторана. Этот космический аппарат весит около 33 тонн и надежен как танк. С 600 лошадиных сил под капотом ты можешь ездить где угодно и сколько угодно. Топливный бак на 2500 литров, 2400 литров воды, 66 килограмм газа и батареи на 1000 ампер-часов. Я офигел от этой автономности, которой хватит на месяц выживания в любых условиях. Так еще и солнечные панели можно прицепить, если очень захотеть. Гостиная, кухня – все по высшему классу. Гляньте на фишку с ванной. Гранитный пол, стиралка в душе, туалет и раковина. Причем еще и место для вещей. Ну и если что, водительская кабина отдельная, свой кондиционер, а наружу 8 камер наблюдения. И самое главное, можно заказать себе такого монстра. Это не концепт и не разработка, а вполне себе серийный вариант. Всего 1,8 миллиона евро, и ты получаешь гиганта с 4 ведущими колесами и крышей, где можно устроить целую вечеринку. Не для всех, конечно, машина, но если можешь себе это позволить, то почему бы и нет? Мини Wildgoose. А теперь сыграем на контрасте. Вы только посмотрите на эту прелесть! Чудо-автодом на базе Austin Mini, который появился еще в 1964 году. Mini Wildgoose – скромный, но безумно милый автодом, смотря на который начинаешь невольно улыбаться. На первый взгляд он как игрушка, а на деле настоящее чудо для пар, которые хотят путешествовать с особым антуражем. Девиз у создателей был такой: «Езжай куда вздумается, спи где захочешь».
Я вот думаю, это как раз то, что нужно тем, кто не любит планировать каждый момент своей жизни и готовить огромный дом на колесах для своего путешествия заранее. Тут же просто прыгаешь в эту малышку и отправляешься, куда глаза глядят. Ну и, конечно, это не просто бочка на колесах, как некоторым может показаться. Внутри уютно, как в хорошей квартире. 4 спальных места, газовая плита, раковина, занавески на окнах для досуга со своей второй половинкой, есть багажник для ваших дорожных сумок и телескопическая крыша для романтичных ночей под открытым небом. И вот интересный факт. Из 50 таких чудо-домов сохранилось всего около дюжины. Значит, это была настоящая редкость в 70-е годы, а теперь вообще коллекционный экспонат. А жаль. Я бы с удовольствием приобрел бы такую малышку, ведь даже сейчас она выглядит очень актуально и романтично. Но хватит, отдали дань прошлому, а теперь смотрите, что покажу из современного и супер навороченного. Volkner Mobile Performance S. Как вы обычно представляете себе дом на колесах? Тесные и пыльные комнатки, что даже кошке негде развернуться, да? Но сейчас я разрушу ваши стереотипы. Готовы? Та-дам! Представляю вам Performance S от Volkner Mobile. Если честно, это автодом моей мечты. Правда, за этот шедевр придется выложить немало денежек. Внушительные 1,7 миллиона долларов. Но когда ты покупаешь не просто автодом, а своего рода передвижной дворец, то, пожалуй, это того стоит. Внутри этой космической тачки огромное для дома на колесах пространство на 12 метров. Здесь тебя ждут не только двуспальная кровать, кухня с огромным набором гаджетов и просторная гостиная, но и отапливаемая ванна. И не просто ванная, а как в отеле, понимаете? Никаких компромиссов. Но вот что реально взорвало мне мозг. У этого чуда есть свой собственный гараж с электрогидравлическим лифтом. Гараж в автомобиле для автомобиля. Представьте, что вы можете возить с собой свою Феррари или Мерседес, или на худой конец копеечку, в своем доме на колесах. Представили? Ты можешь парковаться где хочешь, а свобода перемещения не ограничивается даже после того, как ты уже припарковался на своей роскошной резиденции. Но поверьте, это не самое дикое, что я нашел. Мы пока только набираем обороты. Что скажете про более бюджетный, но не менее удивительный вариант? Sealander. Sealander – это очень необычное решение, которое мне и автодомом трудно назвать. Это как будто плавающая палатка, которую можно привезти в любую точку мира, а потом закинуть в водоем, чтобы переночевать с вау-эффектом. И вот в чем фишка. Внутри у него минимализм на высоте, как можете видеть. К сожалению, кухни и уборной тут, увы, нет. Зато поместились 2 дивана, что стоят друг напротив друга. Парочка откидных столиков и тумбочка для всякой мелочи. А стены преимущественно из стекла, чтобы окружающий мир в полной красе созерцать. Представьте, сижу я, смотрю в окно и вижу море, лес или горы. Эх, красота! Атмосфера прямо как в кино. Но самое огненное в Sealander – его способность плавать. Это просто как плавающий домик, который не просто красуется на суше, а и по морям гоняет. Круто, да? Вы никак не ограничены в своем путешествии. Останавливайтесь где хотите, хоть посередине озера, наслаждаясь полным уединением. Просто цепляйте к любому автомобилю и отправляйтесь на уикенд. Тесновато? Тогда я предложу вам более шикарный вариант, который полностью автономен на суше и воде. TerraWind. Я говорю про TerraWind. Лютая штука, и это заметно сразу. Это как будто слияние автобуса и яхты. Роскошь на колесах и в воде в одном флаконе. Если ты любишь комфорт и экстравагантность, это прямо для тебя. Для каркаса этого дома-яхты используют армированную стекловолоконную фанеру с пенопластом и металлические пластины, чтобы TerraWind был крепким и надежным как танк. А двигатель у него с турбонаддувом и 2 винта из нержавеющей стали по 19 дюймов каждый. Внушительный вес в 20 тонн
не мешает ему развивать скорость до 140 км в час. По воде эта амфибия перемещается лишь чуть медленнее – 13-14 км в час. Высокие волны движению не помеха, как и сильный ветер. Это вообще как в каком-то фантастическом фильме. Представь, как ты на этой штучке открываешь новые горизонты. Сначала гонишь по дорогам, а потом, когда надоест асфальт, просто заруливаешь в воду и плывешь, словно у тебя хаусбот, а не автомобиль. Я бы еще крылья приделал, тогда был бы вообще идеальный вариант. Хотя сейчас покажу и настоящий космический корабль. Starstreak, 1971 год. Эта тачка как машина из будущего, только из прошлого. Кемпер Starstreak достаточно редкий и невероятно красивый автомобиль. Как будто отец знаменитого Делориана. Машина редкая, даже в интернете по запросу находятся только ракетные комплексы. Но чем и эта тачка не пушка? Это творение Пола Джонса из Флориды просто ураган стиля на колесах. Он взял шасси от Cadillac Eldorado, подкинул ему мотор от купе Oldsmobile Tornado, и в итоге получилось нечто, что выглядит как персональная яхта на дорогах. Посмотрите на этот хром, золото. Этот автодом выглядит как космический корабль из старых фантастических фильмов. Ему 40 лет, Карл, а он притягивает взгляды. Правда, внутри все более скромно. Газовые конфорки, металлическая мебель и никаких особых технологических решений. Но это все вторично после дизайна. Сейчас таких машин практически не осталось. Единичные экспонаты стоят в частных коллекциях. Стоимость отдельных экземпляров составляет более $100 000, что вполне достойно за такой автомобиль. Elysium RV. А теперь пристегнитесь, мы взлетаем. Помните, я говорил, что круто было бы иметь крылья на автодоме? В этом варианте поступили более практично. Просто сделали посадочную площадку для вертолета. Удобно, да? Представляю Elysium RV. Это просто резиденция для миллионера на колесах с размерами, которые действительно впечатляют. 14 метров длиной, 2,5 метра шириной и 4 метра в высоту. Он, собственно, больше похож на пентхаус, нежели на обычный автодом. Ну а вот внутри этой космической тачки будто переносной отель высшего класса. Кухня со всякими встроенными штучками, что ты даже не сможешь вспомнить, зачем они все нужны тут. Гостиная с 75-дюймовым телеком и камином, чтобы создать атмосферу уюта. Здесь есть царская спальня, туалет с душем, который кажется умнее, чем половина человечества. А еще водительское место, оно просто не из этого мира. Там цифра, тут цифра, везде цифра. Сенсорный дисплей, который, кажется, управляет всем, что только можно представить. И приборная панель цифровая на 102%. Но вот самый ахтунг, на крыше этого дома на колесах целый космический сад. Джакузи с подогревом, шезлонги для загара. Что еще нужно для полного блаженства? А тут еще и вертолет Робинсон R-22, словно ты в фильме «Джеймс Бонд». Жаль, что девушки в комплекте не идут, хотя с таким аппаратом, я думаю, из желающих будет стоять очередь. Да и прогресс нынче такой, что скоро мы будем покупать их как новые айфоны. Но если вы хотите стиля и редкости, как у доброй американской классики, то вот вам отличный вариант. Rectrans Discover. Я расскажу вам об одном творении гения дизайна – Ларри Шиноде, того, кто подарил нам Mustang Boss 302 и первый корвет Stingray. Вот у него в портфолио была вот такая зверюга Discoverer 1971 года, который и сейчас удивляет своей внешностью даже после предыдущих кораблей. Ларри разработал новые стандарты в дизайне, а его клиенты, наверное, радостно подмигивали скучающим любителям автодомов. К слову, этот космический домик построен на базе Dodge M350. Визуально он, конечно, кажется массивным, но Шинода сделал его легким как перышко. Кузов из фибергласса не особо грузит раму. А вот обстановочка внутри достаточно скромная, но есть все необходимое. Удивительно, что автодом весит около 4,5 тонн, но это не мешает ему разгоняться до сотни за 11 секунд и тратить 20 литров на 100 километров.
Вот где дизайн встречается с динамикой, так еще и в такие дремучие года. И вот в чем еще один прикол. У этой штуки нет передних дверей, а вход – просто створка с пассажирской стороны. Воистину, Ларри Шинода – человек, который даже в автодомах видит искусство. Элемент Palazzo Superior. Ну а теперь дом, который я обещал в самом начале видео. Венец автомобильного строительства. Ну и просто самый дорогой вариант на рынке, оцененный аж в $3 миллиона. Дом для людей голубых кровей, которые готовы сорить деньгами, чтобы пару раз прокатиться в своей жизни. Создали его умельцы из австрийской компании Marchi Mobile. Это не просто автодом, это как будто смешение авиа, авто и яхтенного стиля. Дизайн этого двухэтажного монстра – просто инновационное чудо. На первом этаже есть Sky Lounge – место для отдыха с массажными креслами, теплым паркетом и выдвижным баром, который, к слову, открывается одной кнопкой. Второй этаж – это настоящая песочница. Тут можно все настроить по вкусу клиента, как в ресторане с большим меню. Выбирайте и платите, изготовят любой каприз. И тут обратите свое внимание на детали. Трап, как у бизнес-класса в самолете. Выхлопная система прямо из мира спортивных авто. Еще у него есть открытая площадка, как на моторной яхте, чтобы полностью наслаждаться пейзажами, попивая вино за пару тысяч долларов. Весит этот космобус 12 тонн, а длина у него 12 метров, высота 4 метра. Marchi Mobile просто разделили его на несколько секторов, чтобы клиент мог уединиться даже во время шумной вечеринки. Автодом нельзя купить в автосалоне. Каждый 18-колесный гигант изготавливается исключительно под заказ. Это значит, что владелец может настроить его под свои потребности и вкусы, хоть лофт туда впихнуть или золотые гобелены. Такой вот роскошный мобильный дом, как 5 звезд на колесах. Этот транспорт стал хитом среди звезд типа Уилла Смита, Брэда Питта, Харрисона Форда и многих других. Они просто знают, что это не просто машина, а мобильный дворец, который создан для того, чтобы ты в пути чувствовал себя как король. Как можете понять, дома на колесах – это не только унылые трейлеры с выдвижными шкафчиками, но и настоящее произведение технологического и дизайнерского искусства. Если честно, у меня слюни от зависти текли, пока рассказывал вам про них, поэтому начинаю откладывать деньги и задумываюсь над продажей почки. Правда, боюсь, и этого не хватит, да и вообще всех органов. Ну да ладно. Спасибо за просмотр, удачи и до встречи в следующих видео. Пока.